Существует такая поговорка: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В этом наверняка есть логика. Хочу на примере жизненной истории, может быть, вам чуть-чуть рассказать об этой поговорке. Может быть, получится, может быть, нет. Понравится, нет. В любом случае, прошу, досмотрите до конца. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Канале для тех, кто хочет похудеть, развиваться физически и интеллектуально. Давным-давно, в моей юности, когда мы только заканчивали школу, у нас была большая группа ребят, которые достаточно плотно общались между собой, дружили, как, в общем-то, у всех и бывает. Подошло время поступать в университет. Многие сразу отмели для себя это, другие решили попробовать. В общем, мы поступили в институт какой-то частью. Соответственно, половина не сумела этого сделать, а вторая половина отсеялась там после первого курса. Но так или иначе, дороги наши дружеские медленно расходились по, в общем, объективным причинам. Я, например, проводил очень много времени в общежитии, там, за книгами пытался выучиться, хотя мне это, в общем, не нравилось. Мои товарищи, которые были отчислены из университета или просто туда не поступили, они вошли в состав действующий ОПГ в качестве бойцов пушечного мяса и, в общем, занимались, сами понимаете, вещами, которые, в общем, запрещены законом. И это там грабежи, вымогательство, шантаж, поджоги. В общем, выполняли заказы, непосредственно этим и жили. А пока мои друзья входят в состав преступной группировки, я хочу не тратить на это время, пойду позанимаюсь физкультурой, чего и вам советую. На тот момент, в общем, они стали зарабатывать, если это можно так сказать, очень большие деньги. Появились дорогие по тем меркам машины иностранного производства. Для меня это было нонсенс. Когда мы с ними иногда встречались, я бы, откровенно говоря, им завидовал. Потому что, в общем, я как студент был, как церковная крыса, беден, чего у меня не было. А они тут, по сути, купались в роскоши. Но, в общем, что-то меня, то ли страх, то ли лень, то ли еще что-то, в общем, удержали от того, чтобы, как говорится, полностью перейти на темную сторону, да. И, соответственно, мы, в общем, с этими моими друзьями медленно и плавно расходились, да, наши дороги шли в разные стороны. Соответственно, я стал общаться с ребятами из университета, которые также представляли, в общем, свое будущее в неком другом свете. И так получилось, что дороги окончательно разошлись, и там, когда я закончил университет, через какое-то время я стал узнавать вещи, в общем, которые происходили с моими друзьями бывшими, да, если так, бывших друзей не бывает, но с теми, с которыми я общался раньше. К сожалению, половина из них спилась, кто-то снюхался, сторчался, некоторые, к сожалению, оказались, в общем, за решеткой. Вот такая странная какая-то ситуация произошла, то есть вроде все мы учились в одной хорошей школе, а так получилось, и судьба таким образом нас развела, что, в общем, мои друзья бывшие оказались на дне. Сейчас я начал общаться в этот момент с другими ребятами, которые заполнили эту пустующую нишу, стали моими друзьями. Сегодня я побывал в одном красивейшем месте, проезжая по дороге его увидел, остановился, не мог
не выйти из машины, потому что это действительно было очень красиво. Там мне пришла в голову притча одна, которая, собственно говоря, и связывает этот наш сегодняшний ролик воедино. Давайте посмотрим. Муравей встретился с навозным жуком. Ему очень не хватало общения, но он хотел поинтересоваться, где находится прекрасное, благоухающее, цветущее маковое поле. Он спросил навозного жука об этом, но тот ответил, что никогда в жизни не видел макового поля, но знает, как ему пройти к прекрасной навозной куче, которая благоухает не менее прекрасно, чем это поле. Рассказав муравью дорогу, он оставил его. По дороге муравей заплутал и встретил большого полосатого шмеля. Спросил его: скажи мне, как мне найти большую навозную кучу, которая прекрасно благоухает? Шмель ответил ему, что никогда в своей жизни он не видел навозной кучи, но точно знает, как пройти к прекрасному маковому полю. К чему это я говорю? А это к тому, что окружение создает ваше мироощущение. И правильно выбирайте друзей. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, посмотрите другие. Вот они здесь будут указаны. Переходите по ссылкам, смотрите. Рад видеть вас на своем канале. Пока.